Итак, вы на канале Travel with a Smile. И как обычно. Мы опять в дороге. Какие у нас планы на этот раз? Коротенький переезд до Варшавы, всего 1000 километров плюс-минус. Потом Ницца, Каны. Нам предстоит встреча с детьми, нам предстоят очень приятные моменты семейного отдыха с внуком. Но мы в предвкушении, в возбуждении. Дай Бог нам хорошей дороги. Устраивайтесь поудобнее. Начнем с дороги. Нам предстоит неблизкий путь. Едем в Европу на машине, а потом летим в Африку. Кто у нас лучший упаковщик багажа? Вся семья такая. Чехольчик африканский. Да, Уже да. практически пахнет Африкой. Вот едем, и уже много проехали, и нарисовалась трещинка на стекле. Камушек поймали. О, до Львова нам остается полчаса, мы уже созвонились с сервисом. Хорошо, что они работают до 22. Где вы видели в Европе такой сервис? Как говорят, если проблему можно лишь решить деньгами, то это не проблема, а вопрос. Ну, я надеюсь, что мы решим. Ну, мы добрались до мастерской, мастер нас дождался, и вот сейчас ремонтирует. Все, мы справились. Еще даже не темно. Направляемся в гостиницу, нашу любимую. Пожалуйста, молодой человек. Спасибо. Переночевали, позавтракали и дальше в путь. Утренний Львов, выезжаем в направлении границы. Солнышко сегодня, красивый день. От Львова до пограничного пункта нам нужно проехать порядка 1,5 часов. Скоро граница. Ну, первую границу прошли. Мы в Польше. 4 часа на границе. Много это или мало? Нормально. Бывает хуже, бывает лучше. Теперь направляемся в Варшаву. Пекинг, репекинг. Ага, с вещами на выход. Ага. Ага, накроем машину. Какая красивая! Вот и последний этап. Перелет Варшава-Ницца. Этот раз, по-моему, Ницца. Ты не путаешь? Нет. В конце мая у нашего внука школьные каникулы, и мы традиционно проводим это время с семьей. В этом году было решено встретиться на Лазурном берегу Франции. Тем более, что недалеко от Ниццы есть отличная теннисная академия, и внук сможет еще и улучшить свои спортивные навыки. Вот под нами и Лазурный берег. Его нельзя было назвать по-другому. Какие краски! Родные лица, счастливые улыбки. В аэропорту Ниццы арендуем автомобиль. Пальмы, как я себе и представляла. Машинка у нас такая маленькая, совсем не та, на которую мы рассчитывали. Сумки еле уложили, сами ножки поджали, сели. Ну ничего, главное 4 колеса крутятся, и настроение отличное. Хорошего отпуска! Отправляемся в город Рокфор-ле-Пен. Он находится между Ниццей и Антибом. Там и пройдут наши французские каникулы. Подумаем об ужине и заедем в магазин морепродуктов. Разнообразие и свежесть ассортимента нас приятно удивили. Решение о меню созрело мгновенно. Мы на морском побережье. Конечно, морепродукты. Thank you. Остается поселиться. Для семейного отдыха мы предпочитаем арендовать виллу, нежели останавливаться в отеле. Свободы и комфорта больше, а стоимость ниже, чем снимать 3 номера, как в нашем случае.
Вот мы и перед воротами. Оправдаются ли наши ожидания? Да, все так, как и было обещано. Старинный дом, а сад и бассейн заслуживают отдельного восхищения. Старые оливы, колонновидные кипарисы, розы, уютные беседки, уединение и тишина – все располагает к отдыху. Просторные спальни с отдельными санузлами, огромный холл, удобная кухня. В нашей семье есть секрет, отработанный годами. На отдыхе никто никого ни к чему не принуждает. И это залог успешного отдыха и хороших отношений. Давайте подсмотрим, что у кого в приоритете, и заодно познакомимся с нашей семьей. Юля обустраивает рабочее место. Она знает в этом толке, делает это с любовью. Женя решила приготовить салат. Чем занимаетесь? Какое у нас здоровое питание, слушайте. Александр профессионально откупоривает бутылку французского вина. Это у каждого свой профиль. Тайлер рванул осваивать старые оливы и тренировать цепкость и баланс. Тони удобно расположился и проверяет почту. Ну а я оператор, репортер и разнорабочий на подхвате. Ужин готов, все к столу. Но есть тот, кого 2 раза приглашать не приходится. Приятного аппетита! Но как же манит этот бассейн? Я первая решаю окунуться в прохладной голубой водичке. Но никто не рассчитывал на переполох. Посмотрите, как это было. Мы хохочем до сих пор. А что это за бассейн, в котором нельзя купаться? Ох, и взбодрила нас эта сирена. С сигнализацией разобрались, можно купаться. Wait. 2, 3. Come on, close your eyes and just go. Под дружный хохот и веселые воспоминания закончился первый день французских каникул. Не переключайтесь, мы продолжаем. Следующий день начался с прекрасного завтрака. С чем ассоциируется утро во Франции? Конечно, с круассанами, кофе, сыром, фруктами свежими. Чудесный завтрак нас ждет. Определяем маршрут. Сегодня в теннисной академии выходной, и мы все едем знакомиться со старым городом Антиб. Куда направляемся? Антип. Рассчитываем на отличную прогулку. Сейчас проходит соревнование Формулы-1, и в сторону Монако пробки на дороге, а мы едем в обратном направлении. На въезде в старый Антиб организованы удобные подземные парковки. Паркуемся. И не забудем сделать фото машины и номера парковочного места. На всякий случай. А теперь приглашаем с нами на прогулку. Мы готовы впитывать морской воздух, любоваться бирюзовой волной и белоснежными яхтами. Прогуляемся по узким старым улочкам, не пройдем мимо призывных витрин и ощутим атмосферу этого французского города. Как вам наша компания? Были ли вы в Антибе? Что запомнили? Делитесь впечатлениями в комментариях. Будем рады узнать ваше мнение.
А наша прогулка продолжается. Разве можно пройти мимо французской кондитерской? Похоже, кто-то проголодался. Вот они, известные на весь мир круассаны, багеты, брioche и, конечно, крепы, они же блины. Как же аппетитно все выглядит и пахнет. Возьмем с собой, а дома распробуем. Выйдем на набережную и полюбуемся яхтами. Восхитительный вид. Отражение белых яхт с длинными мачтами в лазурной воде – это просто акварельная картинка. Что ты там видишь? It's that. It's coming. It's coming. It's coming. Путешествуя по другим странам, всегда интересно посетить местный рынок, познакомиться с традиционными продуктами, почувствовать колорит, прицениться. Буквально через час вся эта суета закончится, все уберут, помоют, и здесь будет чисто и готово к завтрашнему базару. Здесь же можно и перекусить. А теперь пройдем по старой крепостной стене, постоим на краю и полюбуемся морем, которое плавно переходит в синее небо. Похоже, мы уже влюбляемся в лазурный берег. Через узкие улочки вернемся к парковке. У нас получилась прекрасная прогулка выходного дня. Рекомендуем при случае пройтись нашим маршрутом. Идем к тебе. Идите, можно идите ко сказать. мне, идите. А там море, вау. В таком узком коридоре, так красиво. Как символично в завершении выглядит это вращающееся колесо. Как и наша жизнь, день за днем бежит по кругу, рассказывая каждый раз новую историю. Сегодняшняя была чудесной, а завтрашнюю мы напишем завтра и обязательно вам покажем. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. А мы, как всегда, желаем вам мира и добра.